Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Михаил Кругов на связи прямо сейчас, экономический эксперт и человек, который обществоведением ведает. Михаил, приветствую вас. Привет. Зрителям тоже привет. С удовольствием смотрю комменты. Да, друзья, поэтому если вы смотрите этот эфир, напишите комменты, Михаил их посмотрит. Михаил, на самом деле, несмотря на такое вроде как веселое начало, на самом деле вообще час не веселья. Мы находимся на каком-то таком историческом переломном этапе. Когда вот послушал свежего Мерца в интервью, да, там журналист ему говорит, вот я говорил с Макроном, Макрон говорит, что Путин людоед, и Мерц выдает очень интересную тираду о том, что Россия демократии угрожает, атакует инфраструктуру. Короче, война, понимаете? И многие сейчас, вот на самом деле, ну, кто-то так в качестве какой-то беллетристики, да, вот рассуждает, а как вот эта война на европейском континенте, нужна ли она Европе, продержится ли Европа, насколько она мощный в этом отношении игрок в военном смысле. Украина полностью идет в ведение Европы, но когда, например, Германия говорит, что мы теперь не социальное государство, ты понимаешь, что это историческая веха. То есть у нас новое противостояние Европы и России намечается, военное. А есть под него база экономическая? У Европы нет. И у России тоже. Ну, в принципе, потенциала военного, экономического для войны с Европой, учитывая возможности Европы, достаточно. Ну, то есть какое-то такое, если будет, да не будет никакой войны. Ну, представьте, что мы, допустим, в 92 году вздумали воевать с Европой. Европа сейчас в таком же, близко к такому же состоянию, которое у нас было в 90-х лихих. Какая война? Это все бла-бла-бла для народа, чтобы объяснить. Мы за вас, за все воевать будем, всех уничтожим. Это все информационный шум, который отвлекает. Знаете, давайте я объясню, в чем я являюсь экспертом, потому что там есть оригинальное объяснение ситуации в Европе. Вот. То есть объясню, в каких вопросах я могу выступать в качестве эксперта. Во-первых, я политэконом. Эта профессия минимум полвека фактически не существует. Хотя политика и экономика являются общественным вариантом сиамских близнецов. А политэкономия объединяет политику и экономику в совместную деятельность, в которой политологи и экономисты практически ничего не понимают. Чтобы понять суть этой ситуации с капитализмом, приведу понятный аналог. Представьте автомобиль, у которого две системы управления. То есть два руля, две педали газа, тормоза. Одна для левых полос, колес, другая для правых. И сидят в одном кресле, рулит этот самый, который политолог, а другим экономист. А общее руководство осуществляет финансовый спекулянт. Ну, как вы думаете, как долго они смогут ехать на таком автомобиле? Слушайте, ну достаточно долго. Ну, позвольте. Ну достаточно как? долго. Нет, ну в исторических масштабах это 100 метров, не больше. Так что нет, тут вряд ли. Ну, вопрос же не как долго, а вопрос, куда это все движется и едет, если возвращаться к Европе. В правый или левый кювет. Так что тут ситуация, конечно,
аховая. Ведь политик знает только экономические мифы, а экономист аналогично знает только политические мифы. Нетрудно понять, чем это закончится. В принципе, результат демонстрирует нынешнее состояние капиталистического автомобиля. А с экономистами ситуация вообще скандальная. Дело в том, что никто из них никогда не работал в реальной экономике. Ну, соответственно, знают ее по книжкам западных экономических гуру, которые в реальной экономике тоже не работали. Поэтому описывают не реальную, а рекламную версию капиталистической экономики. Дело в том, что реальная модель – это самое ценное ноу-хау, которым коллективный Запад делится с остальным миром. Делиться с остальным миром не собирался от слова совсем, потому что это повышало бы конкурентоспособность не входящих в состав коллективного Запада стран. Я 25 лет проработал в реальной экономике, советской, российской, немецкой. Моя немецкая компания была аффилирована с 6-м по размеру концерном Германии. Поэтому я имел возможность наблюдать немецкую экономику на всех этажах, от малого до самого крупного бизнеса. И выяснилось, что ничего общего с рекламной моделью немецкая экономика вообще не имеет. Так что сегодня я могу претендовать на статус единственного в России эксперта по теме реальной модели экономики. В Германии тогда капиталистической была только политическая система, а экономическая вообще-то была версией социалистической экономики. Дело в том, что после войны мы восстановили довоенный уровень ВВП за 5 лет. Хотя западные эксперты прогнозировали, что нам 15 лет будет. Это произвело очень большое впечатление на немцев, потому что у них разрушения были гораздо больше. Я видел фотографию Рурского бассейна, в которой до горизонта щебенка одна. Эти американские, английские бомбардировщики снесли все, что в Руре, все, что немножко выше было уровня земли. И поэтому они просто заимствовали модель советской экономики 50-х годов, но в более мягком и гибком варианте. То есть то есть рыночный там только малый бизнес. Начиная со среднего, все очень централизованно управляется. Михаил, кто знает о такой экономике? смотрите, ну тут же возникает вопрос другой. Несмотря на знания, несмотря на какие-то, ну вот там вещи, которые говорят, ну, выглядят объективно, все равно идет процесс, ну, скажем так, участия Европы в этой войне. Финансово, оружейно, инструкторами. Вовсю уже говорят о том, что британцы готовятся заходить войсками. Вот эта коалиция желающих, так или иначе. Зачем война экономики Европы? Чтобы скрыть огрехи, коррупцию и идеологически пустить пыль европейцам, которые платят бешеные налоги и получают на себе бешеное бремя трат? Ну, кому война, кому мать родна. Это у власти конкретный интерес. Она прекрасно знает, что капитализм кончается в ближайшей перспективе. Ну, некоторые говорят, что осенью Армагеддон начнется. Ну, успеть побольше запасы сделать. Ну, то есть, ну, это как мародеры грабят уже фактически трупы. Вот. Так что ничего личного, ничего, вернее, общественного, только личное. Я так понимаю, труп – это Украина.
весь капитализм не только на Украине зарабатывают, зарабатывают на мировых финансовых рынках, на коррупции. Так что Украина просто на поверхности все находится. Но везде одинаково. Вы что думаете, что коррупционеры, вот, ах, война, мы больше не будем воровать? Да нет, воровать будут больше гораздо. И это происходит. То есть все. В 2019 году стало ясно, что все, конец неизбежен. Все, он пришел. Успеть украсть, успеть спрятать куда-то что-то. Но опять же, коррупционеры, они же примитивные, политические, экономические животные. Они же думают, что вот они наворуют и потом будут жить на все это. Ну, хотя, скорее всего, все это в прах обратится. Как сгорит или кто-то отберет и, так сказать, оставит их голыми и босыми. Но это примитивные люди. Ну, что там Зеленский понимает в этом самом, в экономике, в политике, чему и когда он учился? Ничему и никогда. Импровизирует, деньги капают. Поэтому нет, все закончится, никто воевать не будет. Ну, хотя бы потому, что рядовые европейские граждане не хотят воевать. Вот представьте в Германии бусификацию. Ну, нет. Французы, да, господи, да ты что? Да вы о чем? Ну, вы знаете, мы в Украине тоже не представляли бусификацию, и это парадокс. Свободолюбивый народ, который там вот чуть что вышел на Майдан, поменял власть, выгнал одного президента, избрал другого, демократия, расцвет, всех там неугодных люстрировать, побросать в мусорный бак. Кто думал, что этих людей могут запхнуть в бус, еще и искалечить там в этом бусе, если не убить? Чего народ будет думать? Ему что вливают в уши, то он и воспринимает, формирует понимание. Только и всего. Там же, ну все очень просто. Так что давайте я немножко объясню, в чем я еще могу быть эксперт. Ну, в частности, в политике. У меня там есть практические результаты моего предметного влияния на политику российской власти. Где-то с конца 90-х, 98-го года и до середины нулевых я в центральных СМИ опубликовал больше 100 статей. Некоторые из них инициировали процессы изменения состава российской власти и проводимой ею политики. Я никогда не ругал власть по простой причине. Любая власть правит, как умеет. А в ее неэффективности виноваты те, кто ее обслуживает. Малограмотные либералы. В большинстве остальных статей я выступал их оппонентом, объяснял власти, в чем и почему разрабатываемая придворными либералами политика некомпетентная или просто глупая. Так что мои статьи и книги, что признавали политики самого верхнего уровня, участвовали в восстановлении дееспособного государства и повышении статуса России до уровня статуса влиятельной мировой державы. О том, что мои статьи внимательно читали в Кремле, могу привести нестандартный пример их влияния. В кремлевских коридорах Путина за глаза называют Октавианом. Это результат моей статьи «Путин, Октавиан, Березовский, Антоний, Чубайс, Лепит». То есть они выглядят членами аналогичного римскому триумвирата. Здесь интересно, что 20 лет назад
я фактически достаточно точно определил исторический прототип Путина в мировой истории. Ну и по случаю, кстати, по случаю могу предложить исторический прототип Зеленского. Ну так как-то автоматически, что он, его прототип Тушинский вор, второй Лжедмитрий. Почему? Так? Ну, потому что в политическом плане это фальшивый царь, фальшивый президент. И дикая совершенно политика. Ведь первый Лжедмитрий выглядел достаточно прилично. Тем не менее его убили. А этот вообще был из бандитов. Так что, не знаю, у меня сработало это так. Для либералов в итоге я был костью в горле. По результате они интригой добились внесения меня в кремлевский стоп-лист. Как мне сказал компетентный в таких темах политик, с меня стоп-лист вообще начался. И до 2014 года я был его единственным персонажем. А затем в него начали вносить невесть, что возомнившие о себе либеральные витии. Или витии. Ну, а мне пришлось заняться исследованием кризиса капитализма и разработки ноу-хау и его эффективного преодоления. Михаил, ну смотрите, Да. это все очень интересно, но тут же главный другой момент. Сейчас Ермак с там, Кислицей полетели к Уиткофу, уже возвращаются назад. Встреча была такая странная, ну, в общем, вышел Ермак, говорит, мы там опять предлагаем сначала прекращение огня, а потом уже все остальное. То есть, как бы ни о чем, но что-то за закрытыми дверьми говорилось. Есть мнение, что условно американцы и россияне, вот путинская администрация, администрация Трампа, Путин и Трамп лично, очертили и уже договорились о каком-то формате завершения войны, и сейчас просто это все подгоняют. То есть чего-то установили, да, как в ремонте, а дальше подгонкой занимаются. Вы разделяете эту точку зрения? И, исходя из вашего опыта, понимания кремлевской политики, какой она может Да, быть? да. По принципиальным вопросам достигнута договоренность, скреплена рукопожатием на Аляске. Вот. Но там, ну, то есть, что в части деталей американцы дали нам полгода. И где ВС России остановится, там и будет проведен разделится. То есть и Кремль не хочет там еще 2-3 года постепенно завоевывать. Это слишком рискованно. Вот. И с другой стороны, просто страна устала, и Кремль тоже устал. И третье, договорились о перспективах совместного управления. Ну, нет, не совместного, а партнерского управления большей частью мира. Ну, то есть, как бы опять возвращаемся к двухполярному миру. С одной стороны, это совершенно, ну, европейская цивилизация, если можно так сказать, хотя на самом деле только США. А второй полюс это будет вот БРИКС. Поэтому я думаю, что вот так вот. Принципиальные договоренности достигнуты, руки пожали, а теперь вот будут
в деталях все это. Ну, погодите, а как вы говорите о возрождении биполярного мира, если есть Китай? Он празднует 80-летие победы во Второй мировой, собирает вот тот же глобальный юг, едет туда Путин на целых 4 дня, уже часть делегации поехала из России в Китай. ШОС вообще выглядит по-другому, там Лукашенко тоже делает ряд заявлений по ШОС. В общем, как раз-таки полюс ли Россия? Вот в чем вопрос. И как в этом треугольнике Китай, Россия, США играют эти договоренности? Ну, во-первых, Китай полюсом никогда не станет. Потому что, чтобы стать полюсом, надо уметь объединять вокруг себя. А у Китая политическая философия основывается на философии даосизма. А в нем у каждого человека и общества свой путь. И поэтому все окружающие – это в лучшем случае временные партнеры. То есть можно использовать тех, кто идет параллельным путем, но только до тех пор, пока это выгодно. Если это просто не то, что невыгодно, а просто нулевой эффект, китайцы сразу прекращают отношения. Поэтому они на философском уровне не способны создать объединение. Ведь СССР был вторым полюсом, потому что и соцлагерь, и очень многие другие страны в разной степени объединения примыкали к СССР в части проводимой политики. К Китаю примкнуть невозможно. Он посмотрит, что он от этого материальное может получить, вот, и, так сказать, скорее всего, откажется. Поэтому вот Китай с 12 века, наверное, проводил политику вот этой вот собственного пути, на котором ему никто не нужен. Ну, если только есть возможность какую-то выгоду получить от соседей. И с такой философией создать полюс невозможно. Он будет между полюсами не устраиваться, но сам создать полюс не сможет. И, в принципе... Смотрите, тут же тоже такой момент. Обещают там фотографию Ким Чен Ына, Си Цзиньпина и Путина. Ну, вот такую, да? Раздражающую максимально Запад и многих глобалистов. Но тут же тоже есть какой-то намек на определенное противостояние. Трамп-то не едет, хотя вроде как мог бы, говорили, но не едет на эти празднования, на Парад Победы. Ну, большая часть политики – это сценарии, так сказать, мизансцены. Ну, ничего нету там за этой фотографией. Ну, сфотографировались. Ну, почему не сфотографироваться? Шум поднялся. О, хорошо. Народу, так сказать, интересно стало на несколько дней. Вот. Но это ничего не значит. Реальная политика, она скрыта во всех странах, без исключения. И там никаких утечки есть только для того, чтобы разыграть какую-то сцену, миниатюру, но реально с политических кухонь ничего не утекает. Так что политологи, там, экономисты, нюхают, что там стряпают, вот, но реально не знают ничего. Ну, а зачем
власти допускать вообще какие-то утечки? Ну, знаете, сейчас по поводу этих всех утечек, сейчас же вообще гуляет вот эта история, поднимают в соцсетях, что Трамп умер. Ну, то есть он не появлялся на публике со вторника, потом Венс что-то так пробросил в своем интервью, мол, я готов, ну вот, как бы, если что-то случится с Трампом, возглавить, так сказать, Америку. Ну и тут начинают уже активно, да, там, а сколько едят пиццы в Пентагоне? То есть это вообще будет, ну, абсолютно... Такое ощущение складывается, что как раз-таки к подобным там поворотам, ну, никто не готов в мировой политике, но все активно обсуждают. Ну, дискотека политическая идет. Я другого слова не подберу. Ну, только какие-то косвенные. Вот, допустим, Венс сказал, что в перспективе полгода закончится война. Ну, то есть они, так сказать, это оценка, как будет продвигаться российская армия к возможным договоренностям по разделу. Вот. Ну, такого рода утечки, ну, это же не утечка, это вот просто намек на утечку. По-другому я не знаю. Если вернуться к Европе, сегодня сделала заявление Кая Каллас, говорит, что ЕС не отдаст России ее замороженные активы даже в случае заключения мира, пока Россия не выплатит репарации. Значит, даже представить не можем, что в случае перемирия или мирного соглашения эти активы будут возвращены России, если она не выплатит репарации. Это прямая речь Кая Каллас. А их, может, уже и нет вообще, этих активов? Может, уже все потратили? Все украдено до нас, как говорилось в операции «Ы». Ну, я не думаю, потому что там конкретным людям придется отвечать, принявшим такое решение. Понимаете, проблема европейской цивилизации вообще, что уже очевидно, что действующие в большинстве стран европейской цивилизации процедура легитимации власти приводит к управлению ими маргинальные политические силы, убогие в части компетентности, идейно недобросовестные, системно коррумпированные. По сути, это оскотившиеся политические силы, выродившиеся в стае политических, экономических, культурных, научных, социальных животных, что и объясняет нынешнее удручающее состояние европейских стран. И какие-то разумные представления о том, что они что-то могут, ну, невозможно в принципе. Стая есть стая. Кто туда бежит, кто там учуял какую-то добычу. Но там нет политики. Есть публичная политика, которая объясняет, предлагает картину, что власть что-то там планирует, что-то там организует, какую-то перспективу реализует. Но это все бла-бла. Так что фактически любые реальные действия власти, такой власти, только разоряют общество. Это вот как раз демонстрирует и украинская власть, и европейская, и американская. Потому что зеленая повестка там, что еще? Ну, сходу не могу вспомнить все эти проекты. Вот. Каждый проект разоряет общество. Очень большие проекты сильно разоряют. Ну, та же зеленая повестка. Так что, по сути, так что отрицательная эффективность процедуры легитимации власти стала сверхважной
проблема. Если говорить конкретно, то система легитимации механизмов всеобщих выборов, она полностью исчерпала все. Черные избирательные технологии, технологии манипулирования общественным сознанием приводят к власти только маргиналов. Ну, то есть маргиналы допускают приход во власть только себе подобных. Ну, так а что с этим делать? Ну, вот смотрите, это действительно процесс там вырождения, деградации, по-разному оценивают и называют это эксперты, аналитики. Ну, так никто не предложил никакой рецепт. Ну, вот как, что? Судя по всему, вот смотрите, давайте так, судя по всему, если так стратегически и глобально на мир посмотреть, ну, понятно, что, например, я не просто так вам как бы этот слух из соцсетей запустил. Ну, вот смотрите, Трамп умер, да? Ну вот, что поменялось? Да, это шок, все играют на эмоциях, все каким-то образом это пытаются, вот даже гипотетически, если это случилось, да, ну так система-то идет дальше, и идет дальше к выхолащиванию вот этой там реальных политических фигур, каких-то, ну, скажем, каких-то ценностей человеческих, профессионализма, опыта. Вообще все идет к тому, что, наверное, искусственный интеллект будет управлять государствами, странами и континентами. Ну, это в такой достаточно обозримой уже перспективе. Ведь по большому-то счету, если раньше все можно было загуглить, то сейчас, ну, там, зачатить GPT, так сказать, и будут решения выноситься, и будет... Но это вот некий прообраз такого сверхразума, который заменит вот эти маргинальные, полуэмоциональные, неразумные политические классы. Ну, разумом это назвать нельзя. Это инстинкты, система инстинктов. В романе Стругацких «Понедельник начинается в субботу» был такой персонаж, ну, экспериментальный, человек, неудовлетворенный желудочно. Вот. Чем закончилось? Разорвало его. Также вот это вот идет, все эти политики, крупный бизнес, это вот как раз люди, неудовлетворенные желудочно. Больше у них никаких интересов нет. Ну, потому что они не понимают, они только удовлетворяют свой инстинкт потребления. Да давайте на кризисе чуть-чуть остановимся. Дело в том, что это кризис мировоззренческий. То есть не работают уже мировоззренческие учения индустриальной эпохи. Социализм, либерализм, социал-демократия, фашизм, нацизм – все уже, так сказать, не работает. Все обеспечивает отрицательную эффективность. Именно поэтому я считаю, что этот кризис завершает индустриальную эпоху, потому что на протяжении этой эпохи развивались мировоззренческие учения, основанные на философии материализма, и развивались версии модели государства. Так что, любой кризис преодолевается эффективно использованием опыта предыдущих аналогичных кризисов. А тут есть одна тонкость. Историки, политологи, там все экономисты, они способны смотреть назад на 100, максимум 150 лет. А имеется, на самом деле, имеется кризис, который предыдущие кризисы предыдущих эпох завершались 15 веков назад, 4 века назад,
а там ноу-хау и содержится. То есть, допустим, это самое кризис античной цивилизации. Дело в том, что маргинализация властей общества Римской империи привела в конечном итоге к ее распаду на две, западную и восточную. Западная, вернее, восточная быстро преодолела этот кризис и практически безболезненно. В виде Византии она существовала еще 1000 лет, из которых первые 7 веков была сверхдержавой Европы и интеллектуальным лидером. Кстати, латынь сохранила и в Византии, хотя все там говорили на греческом языку, потому что это фактически была греческая империя. Вот. А именно латынь, как язык науки и интеллектуалов, он сохранился именно там. А в Риме на латыни никто не разговаривал, потому что варвары завоевали Рим. Причем западная часть рухнула через несколько десятилетий и погрузилась в темные века. Вы эту параллель к чему приводите? По отношению к какой империи сегодняшнего дня? Нет, это касается всей цивилизации европейской. То есть западная цивилизация. А варвары Да. это как бы россияне. Нет, это китайцы там, кто еще может быть. Это исламская цивилизация, но она уже занимается оккупацией, ну, если можно так выразиться. Переселение народа уже идет полным ходом. Вот. Но я имею опыт какой? То, что Византии удалось еще 1000 лет существовать, потому что греческие философы-патристики создали христианское учение. В нем самым главным элементом был образ рая. И постулировано представление, что если человек добродетельно прожил свою жизнь, его ждет вечная жизнь в раю в окружении хороших людей. До этого, ну, в Греции загробная жизнь была, это мир теней, вот, ну, то есть скучно, непонятно. Еврейская, это самое, как ее, рая вообще была там запутанная, там 3 или 5 видов рая. Вот. И самое интересное, зачем-то было придуман страшный суд, ну, то есть который вернут людей в земную жизнь из рая. И кому понравится опять вернуться в земную жизнь, в которой ничего хорошего для народа не было в принципе. Вот. А тут плюс образ рая сопровождался образом ада. В иудаизме ад был информационный, то есть душа человека подвергалась
как-то, я не помню, это, ну, то есть его будут все там Ну, смотрите, давайте, унижать и все прочее. смотрите, так а к И чему вы ведете? Ну, то есть к образ тому, рая, что, образ... к тому, что эти образы кардинально снизили маргинальность византийского общества. Она опустилась до этих самых минимального уровня. А Европа 5 веков западная пребывала в темных веках, пока в Европе не появились собственные интеллектуалы, которые... Дело в том, что там христианство было принято в куцом виде. То есть, что, чтобы попасть в рай, нужно, так сказать, верить в Бога, молиться и жертвовать деньги церкви. А этику оставили они римскую. Свободы для своей воли. То есть античную этику сохранили. А Византии этика вернулась к ценности справедливости и добродетельности. И когда, так сказать, интеллектуалы западные разработали католическую версию христианства, то в ней они решили проблему. То есть папа стал представителем этого самого ключника рая Петра, и назначаемые им епископы следили за тем, чтобы свобода для своей воли была исключением. Но не исключена совсем, а сильно ограничена. Благодаря этому, так сказать, маргинализация западных элит тоже кардинально снизилась, и на Западе продолжился процесс общественного развития. И здесь очень важна история конфликта Папы Римского Григория VII с Генрихом IV, императором Священной Римской империи. Генрих решил, что должен сам назначать удобных себе епископов, вот, потому что он самый главный. А для римского папы это означало, что он лишится главной своей функции, то есть контролировать общественные отношения в части вот ограничивать маргинальность их. Вот. И папа все просто-напросто отлучил от церкви. Перепугался настолько, что босиком в рубище отправился пешком в резиденцию папы. А придя к резиденции, 3 дня на коленях стоял у ворот папского дворца, пока не получил прощения. То есть для императора Священной Римской империи образ рая был очень четкой и понятной картиной. И он понял, что рай ему, так его, папа отучил его в церкви, рая ему не видать как своих ушей, а вот ад его обеспечен. Ну, то есть вы ведете к тому, что исправить положение дел о том, что деградируют элиты, руководители, власть маргинализируется, может какая-то новая религия. Ну так погодите, на эту тему подождите. Новое мировоззренческое учение, потому что эти кризисы завершения эпох – это новые мировоззренческие учения.
Античная – это христианские версии, индустриальная эпоха – это идеологии, а в каждой есть что-то очень, очень привлекательное. И, в принципе, вопрос религии или идеологии, тут нужно понимать, что, ну, как Ленин в свое время говорил, что в запутанной цепи проблем нужно найти главное звено, потянув за которое можно вытащить всю цепь. И, в принципе, таким главным звеном могут быть, скорее всего, первоочередной – это процедуры легитимации власти. Потому что через что? Через что? Через какое учение? Легитимация власти, возможно. Подождите. Во-первых, нужна альтернативная всеобщим выборам. Монархия. Нет. Это все в прошлом. Ну, в принципе же, сегодня политическая компетентность какая-то, ну, это 15% максимум избирателей. Еще сколько-то рассматривает это как шоу для себя, а кто-то вообще не ходит. Ну и какую, так сказать, легитимацию система выборов предоставляет? Никакую. Значит, надо ее заменить другой системой. Это первый вариант. Второй вариант – это как это имело место в Византии. То есть перейти на мировоззренческое учение, которое будет перевоспитывать общество, снижать уровень его маргинализации, начиная от власти и заканчивая криминалом. Вот. И там сработал образ рая. И, в принципе, вот как-то надо о том, что система выборов, всеобщих выборов уже в принципе не работает, нужно придумывать, как ее заменить. Как вот добиться того, чтобы только 15% участвовали в выборах, то есть имели какое-то представление, а не то, что им внушают. Но опять же и им можно внушить все что угодно. Поэтому, скорее всего, нужно, так сказать, как бы это выразиться, да, предложить учение мировоззренческое по силе сопоставимое вот с христианством, исходным. Не будем брать католическую версию христианства, протестантскую, да, и в Византии там христианская, греческая, христианская версия выродилась. Я думаю, что в принципе надо пойти каким-то оригинальным путем. Ну, во-первых, объединить идеологии с религией. То есть это достаточно... Очень оригинальный путь. Понимаете, тут... Ну, так это, подождите, так это путь, стойте, так это путь теократических государств, таких как Иран. Разве нет? Нет. Нужна... У европейских граждан, ну, в развитых странах, 90% рациональное мировоззрение. Поэтому нужна религия рациональная, потому что рационально мыслящие люди верят тут только тому, что подтверждает наука. А все эти сказки,
Это не, Ну, вот не для видите, них. вы же так взяли, отмели вот это сразу предложение. А судя по всему, как бы там можно по-разному относиться, но к этому все идет, и, собственно, через искусственный интеллект, вот вам и рациональное учение, собственно, и управление, автоматизация Да искусственным нет, интеллектом. нет, Ну, не верю я в это дело от слова совсем. Люди должны измениться. То есть религия очень эффективно, вот христианство, изменило мировоззрение в лучшую сторону. Целые империи. Поэтому религия может изменить рационально мыслящих, мировоззрение рационально мыслящих европейцев, отказавшись от мифической основы и предложив ну, рациональную основу остальным представлениям. И это Ну, вполне... проблема, смотрите, проблема что тут в том, что есть и другие религии, да, и это условно новое учение, идеология, дефис религия, она пробьется с трудом, потому что есть, как вы уже упомянули, текущие ветки христианства, есть там исламский мир, есть другие направления течения, поэтому это путь достаточно долгий, на десятилетия, а деградация уже сейчас. Нет, нет, нет. Значит так. Э, э, ну, 15 с лишним веков христианство было основным во всех своих версиях мировоззрением европейцев. Поэтому отношение к христианству даже атеист, ну, в принципе, толерантные. И это привычные. Поэтому нужно разработать рациональную версию христианства. Этих версий, ну, в принципе, версий христианства существовало и существует не один десяток. Ну, но можно сделать еще одну версию, обеспечив христианству рациональной основой. Это программа минимум. Программа максимум предложить вариант, рациональный вариант бессмертия души. И это позволит не за десятилетия, а за полгода изменить общественное сознание. И эти задачи вполне решаемы. То есть, ну вот, Ну с да, чего нужно... рациональное объяснение бессмертия души это такой специфический прием и путь. Михаил Кругов был моим собеседником сегодня. Спасибо вам большое за время и мысли. Вам спасибо. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся обязательно. До скорого.